двигается. Как будто бомба какая-то. Состоит огонь. Да, слушай, использовать можно по-любому. Вчера лошадь вышла, и там советские солдаты лежат. И вот, ребята, мы снова в Карелии. Первый сигнальчик такой, более-менее. Это у нас взрыватель к мини ТМ-35. Осталась веревочка, тросик, которую дергали, когда устанавливали, чтобы поставить на боевой взвод. В целом краска сохранилась. Ну да, финский снаряд. Вроде. Какая здесь красота. Похоже, оно двигается. Как будто бомба какая-то. Пробуем достать. Блин, это шар, походу. Ох, походу я вытащил. Это огромный шарик. Походу это реально поплавок. Это поплавок. Как Да? тебе такой? Поплавок. Я понимаю, что это поплавок. Ну это с этим вот ставили, или знаешь как рыбальный, а вот буй привязывали. Или Он как еще? капец глубоко был. Как это есть в песне? Увидев в море красный буй, подумал, что это... Смотрите, какой прекрасный образец вышел. 20-миллиметровая гильза. Флаковская. Ну, в данном случае это для противотанкового ружья финского Л-39, по-моему. 20Б40Т. В карельском состоянии. Все блестит в песочке. Во. Состоит огонь. Да, слушай, использовать можно по-любому. Ох, какой он красавец. Большой, кстати. Блин, щетку забыл. Гигантский. Охренеть. Надо еще щеточку взять, почистить, поснимать. Ох. Единственное, что резьба, конечно, но я думаю, она выживет. Не, она нормальная. Ребята, вот это ключ газовый огромный. Красавчик. Пять человек на 4 квадратных метра. Это значит, что там лежит боец. В песке на глубине, наверное, метр. Сколько контент пошел. Думали боец, оказался жеребец. Очень погранично. Очень погранично. У нас, товарищи, лошадь, походу, попалась рядом. Тут, наверное, и советский боец, и челюсть лошадиная. Видимо, скидывали. Я думаю, что она не двигается. Она вот так, туда идет, вторая часть вот там. Понял? Надо аккуратно доставать. То есть она... Да такой не ожидаешь, блин, даже эти челюсть лошадиная, газайчик. Поможешь? Достать? Да. Конечно.
Доставайте, сударь. Зачем? Мне кажется, все-таки это не лошадь, а Что? что-то типа лося. Конечно. Может быть, ты прав. Кто знает. Может, медведь? Хотя... Итак, с бойцом попалась монетка у нас первая сегодня. Как Газаев верно подметил, 2 копейки. «35-й год. Итак, ребята, мы переночевали. Будем продолжать сейчас подъем. Вчера лошадь вышла, и там советские солдаты лежат. Прямо вместе с лошадью. Погода сегодня отменная. Жалко туманчик. Но в целом сегодня красотища. Так что, ребята, к вопросу, зачем копать блиндажи немецкие, финские. Вот вам, пожалуйста, финский блиндаж, наполненный брошенными солдатами. Еще и медальон там окажется. Что вот, ребята, блиндажи копать надо. Да, мне кажется, там не только какое-то там все вместе, остатки амуниции, все в одно образовалось, массу. Ну здесь прям с внутренней части, походу, ребра вообще. Хрен знает. Короче, закончили мы, ребята, солдата поднимать. В итоге он оказался один. Разложил его тут на 2 части. Все подняли. Все 100% останков нашли. Жалко, не было медальона. Газаев расстроился. Да, конечно. Так обещали, надеялись. Продолжение старины. Какие-то стальные грузилы, шары и патроны 20-го калибра. Почему-то стальные. Видимо, раньше были. Может, там медненные были. Ну не, они скорее всего были, видишь, гильза Ну да. зеленым блестит. Сейчас-то не используется такое. Тут целая куча уже всяких железячек. Что-то на коже, как кусочки ремня, не знаю, что это. Надо будет потом просить Газаева щеточку, видишь. Раз. Такое ощущение, что из белого металла какого-то сделано. На заклепках. Может, посеребрено. Даже скорее всего. Латунь, покрытая серебром. Или медь. И вот оно до меня было разломано. Это Кошелек. да, кошелек. Скорее всего, был. Внутренней вкладки. Вот петелька. Скорее всего, был тканевый. И вот так вот открывался. Двухсторонний, знаешь, такой? Старый. Ну, это еще это точно до войны. Искать потом на этой. И вот такая вот маленькая целая. Вот так вот. Они ничего не пишут. И, к сожалению,
звоню Садкову-то. Это будет еще одно горлышко отдельно, еще одно было найдено. Типа, может, от нее? Удила. Удила. Справа. А, от нее, да. Завод Восстание, ребята. Граненый стаканчик. Ранее СССР. 20-е года? Ну, и он сказал, что 30-е. Ну, ранее, неуклюжее название такое. Восстание. Там где-то. Опа, что-то есть там? Ну, там вода, скорее всего, натекла с грунта. Да, вода с грунта. Ох, 6 где-то. ох, А Газаев-то обрадовался. ох. Что там? Царское. Сейчас. А где щеточка, которая большая? Дайте щетку. Пол-литра. Минеральные воды Пятигорск. Кавказские минеральные воды. КМЗ. А, не, КМВ. Нет, З. В. Кавказские минеральные Минеральный завод? воды. Воды, да. На. А может и Пятигорск. З завод. Наверное, скорее всего, завод. Завод воды. Пятигорск. Ребятам с Пятигорска привет. И она, видишь, из двух половинок также собранная. Ну, старая, да. 70-х. Так что минералочка. Какие-нибудь синтуки. Да. Ребята, это кукла. Для тех, кто иметь куклу резиновую, это капец какой. Ну, что-то с ней страшное стало. Одна нога осталась. И дети стали старше. Да. Целую бы найти такую. Да. Кошельком разберемся. Смотрите, ребята, еще один кошелек. Мы его вскроем и сейчас выясним, сколько. Есть ли там монеты или нет? Медленнее. О, Пусто. заготовочка. Можешь это нашить тоже? туда. Это тоже Можешь себе, Вообще, да, никто не мешает пришить новую кожу и... ты можешь себе просто карман сделать здесь, встроить его сюда А вообще-то можно и капканчик закрывать. в кармане Оно не сделать. выдержит, я думаю. Ребята, Может, походу это монеты. тубус просто? Нет, это советские денежки. Да, кошелек-то был. Да не один уже был. Вот значит шурф. 2 копеечки. Еще туда лежит. 27-го года. Да, ребята, такая вот монеточка, 37 год. А мы не 37 год вчера нашли монету? Нет, 35. Ну, все равно практически. 37 год, 2 копейки. Тоже неплохо. Да. Смотри, походу, целая тарелка будет. Тарелка? Ну, или что-то керамическое. Вот это вот. Да, горшочек. Да я же говорю, ну тарелка, а не Ох, то, что вы там тарелочка, подумали. ничего себе. Ну, это О, цветочная. какие цветки, вы что, сумасшедшие? Поддон, типа. Может, для кота миска? Нет, какие коты. Да ну, хорошо, что это? Под крынку. Крынка. Подставка, типа, под Да, ну это скорее Под всего цветок. под цветы. Цветок в деревне. Ну а почему? Те года. Ну, не думаю. 30-е года, Давай ну чё? пойдем дальше. Кошка в деревне. В те года. Почему бы и нет? Я еще ни одной металлической ложки тут не встретил. Сразу говорю. А деревянные? Тем более. Ну а что? Хотел пойти покопать в другое место, но, увы, не могу. Кончилась твоя вольница. Да, и паспорт мне не отдали. Это у нас остатки лампы керосиновой на фундаменте старого дома. У нас, походу, опять серия. Копали по войне, нашли по старине. О, кстати. Ой, крутилочка. Где щеточка у нас? Вон она. На ней по-любому будет написано что-то. Сейчас. Ну да. Ну это, скорее всего, какая-нибудь шведская. Что-то типа того. Потом, может, удастся почистить. как-нибудь. Ну, красивая, смотри. Мгм. Остатки дня собрать. Ну, а что делать? Смотри, Беда. Я, кстати, по грунту сразу понял, что и конец. Частично она, конечно. Немецкая граната, ребята, колотушка в финских позициях. Ну она не прогнившая. Средняя, но не идеал. Надписи не видно. Так и нет там просто. Поздний думаешь?
Марик, что это может значить? Зачем тебе череп лошади, можешь сказать? Ну что, давайте все. Будешь ты полировать бормашинкой его? Вырывать из земли, не глядя. Из контекста, я думаю, будете воровать его из контекста. Серьезно сказал. Хочешь ты достать? Давай ты, Газач, давай. То он тебя задушит ночью этой леской. И будет поведет, если леской, а не цепью от бензопилы. Да, думаю.